Всем привет! Сегодня в видео я постараюсь максимально подробно вам рассказать о новых беспроводных наушниках от OnePlus. Эта модель называется Buds 3. В этом году наушники случились без приставки Pro в названии и на данном этапе по вполне адекватной цене. Возможно, что это еще не флагман и нас ждет что-то покруче, но одно могу сказать прямо сейчас совершенно точно. На фоне резко подорожавших версий Pro 2 и 2R новинка выглядит очень даже выгодным приобретением. Лично я свой экземпляр покупал на синем маркетплейсе за 5500 рублей. Было это 12 января и доставка заняла около 3 недель. В отличие от прошлогодних моделей, подача Buds 3 по части комплектации и упаковки стала чуть попроще. К примеру, комплектные насадки в количестве 3 пар теперь кладут в обычном пакетике, а сама коробка стала меньше и по ощущениям дешевле. Но по сути, что нам с вами до этой упаковки? Важно ведь само содержимое. На данный момент в продаже имеется два цвета. Если по-простому их обозначить, то это синий и темно-серый. Как и в случае с предыдущими поколениями, я для себя выбрал темную версию с графитово-черным зарядным кейсом и хромированными графитовыми корпусами наушников. Визуально, если не особо присматриваться, футляры двух моделей, предыдущий и новый, между собой очень похожи. Здесь у нас все тоже открытие крышки по типу пудреницы, горизонтальная укладка наушников, кнопка сопряжения между посадочными местами, одинокий LED-индикатор на передней стороне и Type-C разъем сзади. Помимо всего прочего, как и в модели Buds Pro 2R, в новинке отсутствует катушка беспроводной зарядки. Напомню, что прошлогодний флагман Pro 2 такую опцию на борту имел. Если же немного окунуться в детали, то можно увидеть, что крышку и корпус в Buds 3 соединяет пластиковая петля, что уже позволило немного сэкономить на производстве и тем самым снизить итоговую стоимость. Сам механизм отрабатывает хорошо, внутри есть пружинный доводчик, как и раньше, а крышка не болтается без дела и не мешает извлекать наушники. На самом деле экономили здесь явно на каких-то незначительных мелочах, потому как основные моменты, что мне так нравились в предыдущих моделях, трогать не стали. Производитель продолжает использовать все тот же суперприятный тактильно-матовый пластик на корпусе кейса. Все так же модель обладает защитой по футляру IPX4, а по наушникам IP55. Емкость встроенного аккумуляторного блока кейса составляет 520 мАч, а в каждый наушник поместили батарею на 58. Быстрая зарядка от футляра также поддерживается. 10 минут внутри обеспечит до 2 часов дополнительного проигрывания музыки. Подключение устройства к смартфону происходит по открытию крышки кейса. За связь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.3. Как обычно, дальность соединения не превышает стандартные 10 метров. И вот если по части зарядного кредла у нас все плюс-минус получается без особых изменений, то сами наушники от второго поколения конструктивно и внешне отличаются больше. Первое, что сразу же бросается в глаза, это ножки. Они стали толще и овальнее в разрезе. Внутренние части корпусов с соплами звуководов сделаны из матового приятного пластика, а вся остальная часть с ножками имеет хромированное глянцевое покрытие. Звуководы прикрыли полимерными сетками, а торцы ножек защищают пластиковые крышки с отверстием. Помнится, в комментариях под обзором на Buds Pro 2R кто-то жаловался на периодические загрязнения сетки микрофона в торце ножки, отчего звук голоса начинал передаваться хуже. Надеюсь, теперь с применением такого решения данная проблема исчезнет, хотя лично у меня с микрофонами в предыдущей версии ничего подобного нет. Комплектные насадки по качеству никак не изменились, они все такие же мягкие и удобные. Посадка наушников отличная, как и в предыдущих поколениях, по крайней мере я каких-то глобальных различий не ощутил. Если кому-то были неудобными предыдущие версии, то и эти наушники покупать не стоит, чудо не случится. По аппаратной части, как и в случае с OnePlus Buds Pro 2R, здесь трудится тандем из двух динамиков на каждый наушник, низкочастотный излучатель диаметром 10,4 мм и 6-мм твиттер для середины и верха. Вся конструкция заключена в единый корпус и по предыдущим моделям BBK уже знакома. Сочетание удачное, здесь вопросов нет. По встроенным микрофонам также все осталось без изменений. Их тут по 3 в каждом наушнике для реализации корректной работы ANC фильтров и использования наушников в качестве гарнитуры для телефонных разговоров. Для полноценного взаимодействия с устройством в родных смартфонах бренда необходимо пройти в настройки Bluetooth подключений и зайти в раздел функций наушников. К сожалению, всплывающего окна с анимацией для быстрого перехода в настройки у данной модели нет. Возможно, скоро это прикрутят, но пока придется добираться только так. Для всех остальных небрендированных трубок нужно скачать и установить программу Hey Melody. Она доступна как для Android, так и для iOS систем в местных магазинах
отдельных приложений. Как обычно, здесь можно посмотреть уровни заряда как кейса, так и каждого из наушников в процентах. Когда наушники в футляре, то видно все три показателя, а при их извлечении активными остаются только индикаторы самой гарнитуры. Ключевой особенностью и, можно сказать, нововведением в Buds 3 стала реализация управления функциями. В этом году OnePlus все же прислушались к своим пользователям и добавили функцию регулировки громкости с наушником посредством свайпа, что лично меня безмерно порадовало. Также изменилось и жестовое взаимодействие. Теперь функциями надо управлять с помощью касаний, действия на которые можно переназначить в отдельном разделе. Для выбора доступны одинарные, двойные и тройные этапы, а также удержание сенсора пальцем. По возможностям перенастройки теперь хоть как-то можно разгуляться. И в теории я, конечно, допускаю, что мискликов с таким управлением получится больше, но, как я всегда говорил в подобных случаях, уж лучше иметь возможность активации того или иного жеста, чем за меня это решит производитель. К примеру, в данном случае при желании одно касание можно выключить вовсе, а на слайд громкости повесить переключение треков. Как по мне, это отличный подход, который по достоинству оценит каждый пользователь, ведь все настройки можно сделать индивидуальными. В общем, за управление в Buds 3 я ставлю жирный пятак с плюсом. Я привык быстро, даже несмотря на то, что мне очень нравилось щипать ножку в предыдущих поколениях. Разумеется, как и присущей флагманской модели, про датчики автопаузы здесь также не забыли. Они работают корректно в обе стороны. При желании их можно отключить специальным рычагом. Бар аудиофильтров классически состоит из трех режимов: шумоподавление, обычный и прозрачный. Переключение между ними можно осуществлять как из настроек самого смартфона, так и непосредственно с наушников, зажав сенсор на одну из ножек. Оповещения реализованы системными звуками, так что озвучки на китайском языке, даже несмотря на то, что у меня версия китайская, здесь нет. И это касается всего, не только шумодава. Все действия сопровождаются только звуками. Активное шумоподавление максимально может убирать сигнал до 49 дБ, и могу сказать, что справляется оно с этим очень даже хорошо. Здесь привычно имеется три градации: умеренная, средняя и максимальная. Так же, как это было раньше, есть и умный режим, который сам анализирует обстановку и включает необходимые усиления. Лично я для повседневных нужд всегда выбираю последний. Алгоритм распознавания шума настроен весьма хорошо, так что справляется с любой нагрузкой. Как и в прошлом поколении наушников, ANC-режим приятно и плавно активируется, без раздражающего эффекта вакуума в ушах и резкого толчка в перепонке. То есть чувство приглушенности просто наступает без какого-либо напора. В общественном транспорте и в шумных локациях по типу ТРЦ и на оживленных улицах данная опция проявляет себя очень даже хорошо. Тоже могу сказать и о режиме проницаемости. Он не имеет эффекта слухового аппарата и, как в случае с ANC, активируется плавно, приятно транслируя все окружающие звуки без перегрузов и сильных акцентов на высокочастотном диапазоне. Прозрачный режим остался неизменным в сравнении с прошлым поколением, что лично меня также порадовало. Защита от ветра здесь реализована автоматически, дополнительно ничего активировать не нужно. При резких порывах и прямом задувании микрофоны глушат трансляцию на пару десятков секунд, тем самым не давая тебе оглохнуть, после чего также плавно активируются снова. Теперь давайте разберемся, что здесь у нас по звучанию. Если вдруг вы решили себе купить данную модель наушников, то, как и в случае с прошлым поколением, я настоятельно рекомендую присесть где-то в тишине и пройти тест на золотой профиль звука, который находится в настройках. Сначала программа проверит качество прилегания амбушюр и плотность посадки, после чего по результатам небольшого частотно-сигнального теста построит индивидуальный профиль звучания. Не скажу, что на этот раз звук разительно изменился из стокового состояния, однако разница все же будет слышна в лучшую сторону. В любом случае игнорировать данную надстройку не стоит. Ну а уже после можно смело играться с готовыми пресетами или же включить встроенный ручной эквалайзер. Лично меня вполне устроил сбалансированный музыкальный пресет, что стоит по умолчанию, к которому впоследствии я уже прикрутил немного баса отдельной надстройкой Bass Wave. Она имеет 5 уровней в плюс и минус, так что потенциал по низким частотам здесь очень даже обширный. Плюсом ко всему есть отдельный басовый пресет для любителей сабвуфера внутри своей головы. За что могу выразить отдельную благодарность, так это за общее звучание. Как и в прошлом поколении, оно здесь просто потрясающее. Я очень рад, что ничего глобально не поменяли, как это иногда бывает с выходом новых моделей.
Общий баланс здесь хороший, с уклоном в низкочастотную направленность. Наушники звучат драйвово, с хорошей атакой и четкостью. При этом никаких резких просадок на слух не происходит, даже если добавить максимальное количество баса, либо наоборот немного его прибрать. Определенно двухдрайверное решение здесь играет не последнюю роль, ведь вся эта гибкость была бы невозможна в столь тонких пределах. И вот при таких раскладах мне очень сложно говорить о каком-то едином звучании, единственно верном АЧХ под конкретные жанры, ведь эти наушники очень легко подстроить под разные направления, даже не прибегая к услугам сторонних программ и эквалайзеров. Все, что нужно, в большинстве случаев уже есть в самих настройках, что непременно является очень удобным решением. Помимо стандартного набора аудиокодеков AAC и SBC, данная модель, как и прошлая, имеет возможность передачи звукового сигнала с большим разрешением посредством условно-проприетарного аудиокодека LHDC. Поддерживается он не всеми моделями смартфонов, и по сути при стоковой активации особой разницы с аудиокодеком AAC в звуке заметно не будет, но если пройти в режим разработчика и выставить высокий битрейт вручную, то здесь уже музыка заиграет совершенно другими красками. Однако при этом надо понимать и другое. Чем выше пропускная способность, тем стабильнее должен быть беспроводной сигнал. Так что эстетствовать с данной гарнитурой по части Hi-Res звучания придется лишь в домашних условиях и на небольших расстояниях от источника. Лично я же рассматриваю беспроводные наушники как устройство для удобного повседневного использования при прослушивании потокового аудио, и мне вполне достаточно того, что они выдают по AAC на потоке. Да и к тому же в таком сценарии автономность определенно будет выше, что лично для меня также в приоритете. Безусловно, сама возможность слушать музыку на высоком разрешении — это, конечно, круто, тут я спорить не буду. Но в 80% случаев, немного поигравшись с этим, на повседнев вы все же выберете оптимальное использование. При всем при этом такой подход не будет какой-то большой пропастью в качестве звука, ведь данная модель отыгрывает музыку очень даже хорошо даже на AAC кодеке. В общем, если подводить отдельное заключение по звуку, то перед нами очень достойный вариант беспроводных наушников, сочетающий в себе как хорошее качество звучания, так и отличный потенциал по его кастомизации под свой индивидуальный слух. Также помимо всех линейных настроек к имеющемуся звучанию можно прикрутить опцию 360 аудио. При всем при этом здесь используется такая же ее реализация, как и у Realme Buds Air 5 Pro, то есть это не популярный ранее эффект присутствия, заточенный на поворот головы, где звук плавно перетекает из стороны в сторону. При активации 360 аудио в этих наушниках звучание насыщается объемом, становится громче, добавляется больший эффект реверберации пространства, тем самым виртуально расширяется сцена. И как бы при этом не крутить головой, звук в пространстве не искажается. Данный эффект весьма интересный и вполне пригодный при прослушивании музыки. Ну а закроет тему звучания, разумеется, громкость. Наушники имеют отличный запас, или даже лучше сказать про запас. Как и в предыдущем поколении, 80% уровня для меня уже громко, так что на максималках, скорее всего, их будут слушать единицы. Результаты моего теста автономности сейчас можно видеть на экране. Наушники отлично себя проявили в данной дисциплине. Из дополнительных функций на борту имеется рабочий игровой режим с результатом по задержке в интервале от 80 до 200 миллисекунд, что выглядит весьма и весьма играбельно. Ну и не забыли здесь про всеми горячо любимый мультипоинт на 2 устройства в полноценном исполнении. Для активации необходимо включить специальный рычаг в настройках. Работает эта история корректно, все подключается быстро. Лично у меня никаких проблем с этим не возникло. Переключение между устройствами интеллектуальное, без необходимости физического вмешательства. Отличная функция, которая многим уже хорошо знакома, не осталась без внимания и в новом поколении. Ну и вроде бы все самое основное я про эти наушники вам рассказал, так что пора переходить к тесту встроенных микрофонов. Ну и в силу того, что оба поколения наушников у меня на руках, давайте слушать, как все это выглядит в сравнении. Итак, друзья, начинаем тестирование микрофонов в наушниках OnePlus Buds 3, новинки от компании OnePlus, собственно, автомобильный тест, классический для всех моих обзоров. Вот так наушники, а точнее их микрофоны звучат в закрытом автомобиле. Скорость у меня сейчас порядка 65-70 км в час. Ну и на полном ходу я, как говорится, открываю окна с двух сторон. Мне начинает сюда порывами задувать ветер. Ну и примерно можно послушать, как справляются в таком сценарии микрофоны в этих наушниках. Собственно, нагрузка приличная, бьет порывами именно воздуха в уши. И, собственно, можно примерно ощутить вот эту вот нагрузочку, которая происходит. И на контрасте послушать, как с закрытыми окнами, собственно, у меня
работает микрофон. И вот сейчас я снова окна закрыл. Ну и вот так вот будет, собственно, отрабатывать микрофон в закрытом салоне автомобиля. Ну и, друзья, на контрасте OnePlus Buds Pro 2R, прошлогодняя моделька, собственно, вот таким вот образом отрабатывают здесь микрофоны в закрытом автомобиле. Ну и по традиции на полном ходу, на скорости 65-70 км в час, я открыл окна с двух сторон, и мы продолжаем тестировать наши микрофончики. Вот таким вот образом все здесь отрабатывает в таком сценарии. Обратно закрываю окна, и мы слушаем разницу. Ну что ж, друзья, продолжаем нагружать наши микрофончики в наушниках OnePlus Buds 3. Собственно, это довольно-таки жесткая такая локация по уровню шума. Где-то в 1,5 метрах от меня проезжает плотный поток автомобилей. Плюсом ко всему, подо мной периодически проезжают электрички. Это такой мост, где еще также до кучи есть и такой легенький ветерочек. Сегодня морозно, но тем не менее шапку я снял, чтобы, так сказать, была такая более-менее адекватная оценка качества микрофонов в этих наушниках. Так что можно примерно прикинуть, как в такой шумной локации они отрабатывают вот в таких вот условиях. Ну и раз уж мы затеяли такое небольшое сравнение, то вот для сравнения, собственно, в той же самой локации, в тех же самых условиях, наушники OnePlus Buds Pro 2R. Вот таким вот образом они звучат. Также поток машин по правую руку от меня, тот же самый мост, электрички, то есть все это дело, в принципе, здесь проезжает, здесь локация шумная. Так что можно примерно прикинуть, насколько прокачали в третьей модели микрофона и насколько это все дело сейчас работает хорошо, ну и лучше стало или нет. Ну и заключительным тестом на сегодня я предлагаю послушать работу микрофонов в уже домашних условиях, то есть в условиях, когда нет шума, собственно, это квартира, комната жилая. Здесь есть небольшая реверберация от стен, но какого-то сильного шума, нагрузки и задувания в уши ветра здесь не происходит. То есть вот именно так вас будет слышать собеседник, если вы с ним будете разговаривать по данной гарнитуре, находясь вот в каком-то таком вот тихом помещении, в обычной квартире, в обычной локации. Ну и разумеется, друзья, тот же самый тест только для наушников OnePlus Buds Pro 2R в тех же самых условиях, в обычной комнате, без шума, с небольшой реверберацией от стен. Вот таким вот образом звучат эти наушники в сравнении с Buds 3. Как по мне, при сильной нагрузке небольшая разница в микрофонах все-таки чувствуется, но я думаю, особой разницы в обычных условиях между этими двумя моделями не будет. В любом случае, все оставляю на ваш суд. Пишите в комментариях, какие микрофоны вам понравились больше. Ну а я на этом думаю, что нужно завершать наш тест микрофонов и переходить к выводам. Ну и подводя сегодня некий итог по всему вышеизложенному, буду максимально краток. Наушники OnePlus Buds 3 получились очень интересными по всем направлениям. Разумеется, порадовал прогресс с управлением, регулировка громкости и больше возможностей по настройке однозначно пошли на пользу модели. Разумеется, идеальным было бы комбинированное управление, как у Huawei FreeBuds Pro, но в данном случае я рад и тому, что в итоге сделали OnePlus. Как мне показалось, работу разговорного микрофона также улучшили, ну а все остальное как работало отлично, так и продолжает работать. Звучат наушники великолепно и громко, работают долго, да и цена на них вполне приемлемая. Не знаю, где в конечном итоге вы их будете покупать, глобальную или китайскую версию, но что касается качества исполнения, наушники вас разочаровать не должны. С этого момента лично я их оставляю в постоянное пользование на смену своих Buds Pro 2R, так что буду готов ответить на вопросы спустя какое-то время. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до встречи в моих следующих обзорах. Пока-пока.